Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на осень 2025 года. Для козерогов еще расскажу и про сентябрь, так как я не успела, ребята, записать для вас сентябрьский гороскоп, поэтому сейчас расскажу. А те, кто смотрит меня первый раз, ребята, осенний гороскоп– это октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года. Почему так? Астрономическая осень, ребят. Те, кто смотрит меня уже сколько-то лет, знают, что я именно так это и рассказываю. Ну что, ребят, этот гороскоп можно смотреть и по Солнцу, и по асценденту. Это гороскоп по декадам. Поэтому, да, будет очень много информации для всех трех декад. И если вот так коротенько про этот гороскоп, то если в прошлом году у нас вот так бушевал на небе аспект Марс-Плутон, да, в прошлой осени, то сейчас у нас, конечно же, это новый уровень. И под новым уровнем я имею в виду такую интересную и неординарную планету, как Уран. Поэтому все, кто любит приключения Урана, присаживайтесь поудобнее, будем планировать. Все те, кто не любит, ребят, ну, будем готовы. Что же нас там интересного и необычного ждет, готовы мы к этому или нет. Но на самом-то деле хочу сказать, что осень у нас яркая. Ну что, ребят, осенний гороскоп по декадам. Если же вы смотрите по Солнцу, кто родился в первой декаде, это козероги, рожденные в декабре, вторая декада с 1 по 10 января, третья декада с 11 января и до знака зодиака Водолей. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов козерога делите на 3 равных отрезка. И если ваш знак асцендента попадает с 1 по 10 градус, первая декада, с 11 по 20 вторая декада, с 21 по 30 это третья декада козерога по асценденту. Ну что, ребят, готовы? Поехали. Сентябрь. Сентябрь сейчас у нас движется коридор затмений. Да, дорогие козероги, скажите мне, как у вас проходит этот интересный период, потому что у всех козерогов по-разному. Поэтому, ребята, да, что работает у одних козерогов, совершенно работает по-другому у других козерогов. Я знаю, вы у меня идете по приборам без сентябрьского гороскопа, поэтому здесь, мои дорогие, понимаете, что в принципе, я-то думаю, что у вас там все отлично. По крайней мере, во всех этих аспектах вы уже не раз были, у вас сложных каких-то аспектов быть в принципе не может. Даже ретроградный Сатурн, который сейчас делает секстиль на Солнце Козерогов третьей декады, эта история однозначно в плюс. То есть здесь приобретение недвижимости, здесь переезд в том числе, здесь точно так же Нептун скоро подкатится, понимаете, о чем я говорю. И эта история связана однозначно как раз-таки с нечто новым, потому что Нептун еще в аспекте к Солнцу это не просто наше творчество, креатив, наш отдых, в том числе переезд. Это еще может быть желание обзавестись семьей, ребеночком. И, конечно же, у нас вот как раз-таки в этом сентябре Юпитер из Рака перешел в третью декаду и делает оппозицию Козерогам третьей декады. Поэтому здесь, ребята, да, если у вас возникнут внутренние претензии, что вам чего-то недостаточно, это нормально. Просто включайте свой профессионализм на максимум. И да, как раз-таки кармические узлы тоже сейчас задают вопросики, переключаясь от козерогов третьей декады, да, в благоприятных аспектах, к козерогам второй декады. То есть, ребята, дорогие козероги второй декады, осень и зима 2025-2026 года у вас, козероги, второй декады будет как раз-таки под такими, можно сказать, вот этот коридор затмений включает в вас реализацию тех самых задач, которые вы должны, в принципе, реализовать в этой жизни. Только сейчас у вас вопросики, что делаем дальше, как живем дальше, как хотим жить дальше, от чего готовы отказаться. Необходим рациональный подход, необходимо свое видение такое фундаментальное, мощное, твердо стоять на ногах, не упускать свои возможности и шансы для того, чтобы как раз-таки идти вперед и
Ну, я бы так сказала, это же проверка кармических узлов идет аспекты к вашему Солнцу, то есть здесь включение вашего внутреннего я. То есть что именно вы хотите, потому что Козероги– это персонажи, я бы так сказала, социальные, да, Козерог по умолчанию у вас работает, Козерожье Солнце– это профессионализм, держать свою маску и статус в обществе, то есть быть такой основательной фигурой, такой достаточно мощной. И вот с таким посылом Козерог родился. Да, неважно какой, собственно, декады, Козерог второй декады, так вообще, то есть стоять на своем, быть таким четким, понятным, профессиональным, то есть фундамент иметь. То есть, представляете, ребеночек родился вот с такими качествами и всю жизнь живет. То есть там расслабление– это как бы такая история по жизни, которая вообще мало где говорится, да, то есть очень сложно Козерогу научиться реально таки полноценно отдыхать. Поэтому здесь, конечно же, Юпитер, который сейчас идет по раку, таки будет задавать те самые вопросики, а кармические узлы для Козерога второй декады будут в прямом смысле спрашивать, а кто ты, а как ты вообще хочешь жить, как ты хочешь отдыхать, как ты вообще хочешь вперед по жизни идти с уровнем профессионализма, да, своим. Так еще здесь вопросики будут и у Козерогов третьей и второй декады. Это как раз-таки про Юпитер в раке. Семья, любовь, отношения, то есть увеличение недвижимости, жилплощади в том числе, для того, чтобы улучшить благосостояние своей жизни. То есть здесь еще вопросы с домашними и вот эта вот вся история, да. Спросите меня, почему не говорю про Козерогов первой декады. Ребят, Козероги первой декады, я не скажу, что у вас как-то вот все очень сложно, печально и невыносимо. Нет, у вас вот эти вот вопросики, которые вот там Сатурн делал, да, с первых градусов Овна и Нептун, там Нептун еще остается вот на настоящий момент, и тоже скоро вот он уйдет обратно, вернется в Рыбы и перестанет быть вот эта вот квадратура от того же Сатурна и Нептуна. Сатурн заставляет нас трудиться и обращать внимание на основательные вопросы подхода в нашей жизни. Нептун– это как раз-таки наши эмоции, которые связаны со всем тем, что задевает Сатурн. То есть Сатурн здесь про вот если Юпитер, это как раз вот такие история, которая была у вас в начале лета, когда Юпитер только пошел по раку, да, и здесь Козероги первой декады, такие вопросики были к себе, связаны как раз-таки с семейной жизнью, да, в любовных отношениях. А сейчас Юпитер откатился, но сейчас другие, уже более мощные такие вопросы, ради которых нужно прям таки попотеть, которые вызывают эмоции, которые заставляют нас потратить очень много сил. И Козероги первой декады как раз-таки все это время сейчас вот с Сатурном, еще и сентябрь, потому что еще дотягивается квадратура. Это вопросы, связанные с финансами, что необходимо подрасти, необходимо зарабатывать больше, необходимо и нужно обзавестись недвижимостью и вопросики, а если это просто не такого статуса финансового вопрос здесь, конечно же, история связана тогда с долгами, очень такая простая. Обычно еще здесь обиды, претензии различные, долги тоже сюда идут. Если у вас финансовые зависимости, в том числе финансовый гороскоп для Козерога уже вышел еще летом. Ребят, в конце этого видео прикреплю, посмотрите, как Козерогу достичь финансовой независимости, заработать больше денег, потому что на самом-то деле очень важные аспекты этой осенью и зимой для того, чтобы как раз-таки подтянуться в финансах. Те, кто смотрит меня давно, знают, что необходимо как раз-таки у нас этой осенью и зимой всем козерогам подтянуться в финансах это раз, в социальном статусе это тоже очень сильно важная история, да. А здесь история любовных отношений тоже будет у нас бушевать, но чуточку позже. Это у нас будет конец октября и ноябрь, да, поэтому здесь, дорогие, если говорить сейчас про сентябрь, то у всех козерогов, и как мы закончим коридор затмений, да, который вот у нас как раз-таки скоро заканчивается, да, 21 22 сентября заканчивается коридор затмений сентябрьский, и это как раз-таки те вопросики,
который мы должны в себе открыть, если мы говорим, то есть про козерогов первой декады как раз-таки, ребят, здесь я не скажу, что какие-то, знаете, там сложные эмоциональные вопросы, качели. Нет, здесь что? Здесь, конечно же, любовные отношения, как мы к этому идем, что мы хотим в своих любовных отношениях, да, то есть здесь и уровень финансов, и если у вас возникают ссоры, скандалы в отношениях из-за финансов, ребята, не надо так. То есть козероги первой декады, будьте, пожалуйста, аккуратны, не надо вот так злиться, понимаете, что если у вас нет тех денег, которые вы хотите для жизни, а здесь как раз-таки придет то самое осознание, как вы хотите жить. Хотите жить красиво, хотите жить мощно, хотите сильно, тогда да. Здесь как раз-таки последние недели сентября включается у нас мощный аспект, вспоминаем, осень 2024 года. Сейчас для козерогов первой декады будет очень актуально. Там у нас бушевал на небе аспект Марс в оппозиции с Плутоном. Это такой очень сильный, мощный аспект, да, который заставляет нас под давлением эмоций и агрессий зарабатывать больше. Так вот, у нас под финал коридора затмений, который у нас случится вот 21-22 сентября, все в зависимости от полушария, в котором вы живете, да, козероги первой декады, вот включится как раз-таки у нас Марс уже в квадратуре с Плутоном. То есть это мощные истории, сильные сделки, движение вперед. Все это связано, если на фоне как раз-таки добывания финансов будет очень хорошо у вас, да. Поэтому здесь не надо агрессировать, потому что у нас с финалом коридора затмения как раз-таки на небе еще будет очень такая мощная квадратура Венера с Ураном. Это аспект, когда мы хотим уйти в закат, когда мы хотим все бросить и сказать, как мне это все надоело. Понимаете, да? Не надо этого делать. Буквально несколько дней закончится у нас вот этот вот аспект. Вот мы закроем эту историю с коридором затмений. В следующий раз у нас эти вопросики встанут лишь 17 февраля, когда у нас включится новый коридор затмений. Но там опять, ребят, 17 февраля 2026, но там опять же у нас на растущем цикле начинается коридор затмений, когда я вам скажу, ну все, ребят, вот сейчас сделаем максимально много, максимально красиво, эффектно и филигранно, и не нужно будет вот переживать, доходить до каких-то эмоций, приходить к каким выводам, принимать какие-то решения. А сейчас я вам говорю, ребят, нужно принимать решения. Нужно прям-таки четко принять себе решение, чтобы октябрь, ноябрь и декабрь прошли как раз-таки так, как хочется вам. У козерогов первой декады эта история связана с финансами, с их подъемом. И, ребят, однозначно из отношений не выходить. Этот аспект временный, Венера-Уран на вас очень сильно будет, конечно, влиять. Точно так же это аспект очень быстро распылить денег. То есть, если вам очень сильно захочется в конце сентября тратить, будьте аккуратны, не тратьте. Получится быстро потратить и потом долго восстанавливать, долго восстанавливать. А как раз-таки Венера у нас потом в конце сентября и как раз-таки еще первую неделю октября будет в соединении с южным кармическим узлом. То есть здесь нужно будет пересмотреть все наши взгляды с нашими тратами. Эта история, кстати, очень сильно будет касаться еще и козерогов второй декады. Козероги второй декады в коридор затмений под его финал придут к окончаниям, как я хочу жить вообще, да. Ну, то есть я живу вообще своей жизнью или нет? Я вообще развиваюсь, как я хочу или нет? Или я, не знаю, угождаю своим близким, угождаю своей семье, живу как хочет кто-то другой. Поэтому здесь понимайте, что вы хотите, потому что кармические узлы на ближайшие полгода будут как раз-таки проходить вторую декаду козерогов, делать благоприятный аспект. И вот здесь нужно, ребята, таки четко понимать. Плюсом, недавно прошла Лилит по Скорпиону второй декады, да, то есть козероги второй декады должны были со своими страхами, вопросиками уже все повстречаться. То есть уже где-то вы уже почувствовали себя гораздо проще, чем хотелось бы, да. Пришло вот сейчас осень, и вы понимаете, что так, чего-то раньше я как-то там вот боялся, не действовал, а сейчас что-то мне как-то хочется вот так вот взять и начать жить. И я вам говорю, что нужно начинать жить, чувствовать. Буквально сегодня разговаривала с девушкой, с клиенткой, и она как раз говорит, мне кажется, я вообще своей жизни и не жила. И это такая история, на самом-то деле, очень многие сталкиваются с ней сейчас, и если понять, что на настоящий момент жизни вы, не знаю,
Не попробовали вышивать, не попробовали работать там, где вы всегда хотели, не переехали туда, куда вы всегда хотели, да. Козероги второй декады, эта история будет для вас еще очень сильно важной, в том числе, потому что Юпитер у нас пойдет в ретроградное движение с 11 ноября, 11 он уйдет в ретроградное движение и будет полгода почти, полгода, ну месяца 4 точно, да, то есть в ноябре он еще так нативненько будет по третьей декаде рака катиться, а потом он закатится во вторую декаду рака и будет делать оппозицию. То есть это как раз, понимаете, потом он выйдет из ретроградного движения, покатится опять вперед. То есть здесь, козероги, второй декада будете максимально долго эту зиму и осень чувствовать как раз-таки внутренние претензии, что я как-то торможу. Не тормозите. Ставьте себе планочку чуть повыше в своей социальной реализации, в заработке денег в том числе, да. То есть это такая история очень важная. Здесь не нужно откладывать свою жизнь на потом, потому что мы уже как минимум до настоящего периода времени уже все про себя знаем, да. То есть свои какие-то моменты, когда мы тормозим, когда мы боимся идти вперед. Козероги второй декады нужно идти вперед. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Козероги третьей декады. Ну, ребята, я скажу, что у вас очень хорошие аспекты включаются как раз-таки на действия, на пробивные силы, на продуктивное движение вперед. Этот сентябрь, коридор затмения как раз-таки вам и говорит, мы не ждем, мы не тормозим, мы что? Мы зарабатываем на работе, сколько нам хочется, да. Мы движемся в новое, однозначно это правда так, потому что Уран уже в первую неделю сентября ушел в ретроградное движение, значит, он совсем скоро окажется снова в третьей декаде Тельца и будет делать козерогом третьей декады, особенно те, кто родился рядышком с Водолеем, то есть это 19, 18, 17 января, кто рождены, да, 16 тоже. То есть здесь опять-таки будет трин с Ураном, когда необходимо начинать какое-то нечто новое, новый проект, и вы уже в октябре это почувствуете, понимаете? Поэтому если вы сейчас как-то немножко сублимируете свои силы, да, как-то вы вот это кооперируете, но уже вот с окончанием коридора затмений Лилит переходит в третью декаду Скорпионов, а значит будет немножечко тормозить все ваши возможности. И до конца декабря вот как раз-таки закончится осень астрономическая, и 20 декабря у нас Лилит переходит в знак Стрельца, то есть уходит из Скорпиона, да, то есть перестает влиять на Козерогов третьей декады, у нас наступает зимнее солнцестояние, понимаете, да, у нас там еще и новолуние в Стрельце, то есть у нас 20-21 декабря тоже такой очень мощный день заряженный. Вообще Козероги будут очень, в этом году все Козероги и первой, и второй, и третьей декады, у вас будет очень мощная зима, который уже я придумала ей название, это финал, ребят. То есть это момент, когда вы либо продолжаете решать, либо вы реализуете все то, что вы к чему шли давно, да, я вот здесь про это. Это я небольшой спойлер, да, как говорится, зима будет у вас очень эффектная, потому что, ну, вы этого достойны. Здесь, конечно, бы хотелось мне, чтобы в этой осени, да, вы максимально себя проявили. Потому что на это есть очень много аспектов. И да, вот мы плавно движемся, конечно же, движемся в октябрь, и октябрь у всех козерогов тоже будет интересно. У нас, во-первых, последней недели сентября Марс, Плутон, уже про этот мощный сильный аспект сказала, на кого будет влиять, на козерогов первой и на козерогов третьей декады. Действуем активно, мощно. Козероги третьей декады могут немножко агрессивно, конечно, действовать. Козероги первой декады гораздо мягче, да, то есть действуйте, реализуйте, проявляйте себя, и будет вам счастье. Козероги второй декады, у вас, конечно, ребята, вопросики будут с финансами, с любовью, с отношениями в том числе. И здесь не нужно ругаться, здесь не нужно портить себе жизнь, настроение, потому что у нас всю осень, еще раз хочу сказать, начинается аспект Урана. Он вообще, в принципе, в сентябре активизировалось очень много аспектов с Ураном. И у нас вот эта вот история, где у нас Лилит, у нас скоро туда Марс подтянется, у нас скоро Меркурий там будет, да, то есть все личные планеты, и Венера туда подтянется. То есть у нас начинается вот это буйство Урана уже в конце октября.
До этого момента у нас, конечно, хочу сказать, благоприятные такие периоды, если мы говорим ну, такое, о масштабах деятельности, да, все-таки, потому что у нас пока все-таки это Юпитер, и Юпитер, если мы говорим, это ну, это наши внутренние такие претензии нереализованности. Я не хочу сказать, что это вот как-то вот так очень сильно. Конечно, есть люди, которые, если вы живете с напряжением Юпитера по умолчанию, да, то есть вы открываете свою натальную карту, и вы понимаете, что у вас Юпитер в квадратуре или в оппозиции с какой-то планетой, это считается напряженный аспект, то вы всю жизнь живете с точкой зрения, которую пытаетесь доказать. Она может очень сильно отличаться от точки зрения других людей, с которыми вы взаимодействуете. И если у вас Юпитер находится где-нибудь в шестом доме, во втором доме или в десятом доме, да, то эта история, то есть вам нужно свою точку зрения, с которой вы по жизни живете, свои какие-то принципы, их нужно поменять. То есть и тогда вы начнете зарабатывать в разы больше денег. Я не говорю о том, что нужно предать свои позиции, нет. Просто бывает в силу каких-то обстоятельств мы где-то заблуждаемся. Да? Если у вас Юпитер в напряженном аспекте в седьмом доме, тогда вам очень сложно дается вообще публичность, жизнь в браке, вы постоянно ругаетесь, и у вас ощущение, что с вами все ругаются, и у вас не получается с людьми строить отношения. Но это история, с которой все-таки проще живется, чем с высшими планетами. Но высшие планеты, я вам хочу сказать, этой осенью у нас в потрясающих аспектах, которые дают как раз-таки зарабатывать очень хорошие деньги. И у нас до конца декабря на небе роскошный такой аспект, это бисекстиль называется. Нептун в соединении с Сатурном в секстилях к Плутону, к Урану. И еще Уран с Плутоном в гигантском трине. Это аспекты больших денег, ребят. Это очень мощно влияет на козерогов третьей декады. Поэтому, ребята, давайте всю эту осень, независимо от обстоятельств, хотя обстоятельства и будут, конечно же, если вот сейчас вот так вот раскладывать быстро, да, конечно, выйдет еще на каждый месяц гороскоп, и я здесь уж не потеряюсь, козероги, да, здесь уже заходим в планирование мощное, да, эта осень не требует от нас отсутствия плана, но все-таки Уран, который будет вмешиваться во все события, будет заставлять нас жить экспромтом, поэтому если что-то будет идти не по плану, это я говорю сейчас козерогам третьей декады, здесь ни в коем случае не надо вот такую детскую позицию обиды включать, да, обязательно придерживаться плана четкого козерогам первой декады, потому что здесь, конечно, отсутствие плана тоже. И внутренние претензии могут прям так уводить от движений, да. Но козерогов третьей декады здесь очень большое количество страхов придется в себе перемолотить этой осенью, да. Если уж мы говорим, то октябрь все-таки у нас вот такой достаточно простой. У нас в начале октября Венера в соединении с кармическим узлом, да, у нас идет, с южным. То есть нам нужно пересмотреть свои взгляды в тратах, в финансах, возможно, пересмотреть свои взгляды в каких-то в отношениях, где мы были сами себе непонятны. Вроде нам как хочется вот таких отношений, а мы идем, то есть нам хочется стабильности, да, а мы выбираем отношения, в которых легко и просто, вот так и навязчиво, и когда наступает какой-то момент ответственный, наша вторая половинка ведет себя легко, вот так вот, и совершенно беззаботно, да, то есть там не вдруг оказывается не тем самым партнером надежным, которым бы мы по жизни хотели идти, да. И здесь такая, понимаете, ситуация странная. Вроде как мы хотим одного в отношениях, да, мы хотим как бы надежного партнера, да, но при этом мы хотим не занудного партнера. Но занудство – это обратная грань стабильности, надежности, да, но вроде как нам хочется легко и весело и беззаботно, но это же совершенно разные отношения, да. То есть и здесь точно так же взгляды нужно будет пересмотреть с точки зрения наших трат. Хорошо тратить не по прихоти, а для нечто нужного, рационального. Захочется, конечно же, взять все вот это, распылить, да, для того, чтобы оно было вот так вот интересно, весело. Но если идти в рациональном ключе, будет гораздо лучше. Важная история для козерогов. Второй декады это будет, да. Для козерогов третьей декады вообще хочу, ребят, сказать, что планируйте себе большие, мощные, фундаментальные цели.
уже прям новый уровень, планку себе поднимите и уже прям к ней идите. Страшно? Понятное дело, страшно. Думаете, что недостойны? Понятное дело. Лили тут вот прям будет вам говорить, конечно же, недостойны, конечно, вам еще нужно столько компетенций поднять. Ребят, говорю, давайте уже в октябре раскачивайтесь в этих во всех историях, чтобы как раз-таки к своему дню рождения, к этому дойти уже на свой день рождения, козероги третьей декады, совершенно, ну, другие деньги зарабатывать, совершенно другую должность иметь и совсем никак не, я бы так, знаете, сказала, не тормозить, не думать, что вы упустили множество возможностей. Что касается отношений у козерогов третьей декады, этот октябрь, его конец, как раз-таки здесь Венера станет в оппозицию с Сатурном и Нептуном. Здесь выбирайте партнера надежного. Здесь выбирайте, конечно же, с кем вам хорошо поговорить по душам, кто вас максимально понимает. Хотя захочется какую-нибудь иллюзорную картиночку себе выбрать. Будете между двух огней, между надежным Сатурном и вот такой творческой ноткой, настроения, чрезмерной романтики. Выбирайте золотую середину, где вы будете понимать, что с партнером вам будет хорошо. И в безденежье стабильно, да, и в романтических отношениях будет понятно, ну где-то, может быть, и вам придется больше романтизма вложить для того, чтобы получить. Где-то вам придется больше финансово вложиться, чтобы в отношениях было хорошо. Понимаете, что вот здесь, козероги третьей декады, вам таки нужно понимать, что жизнь, она не 50 на 50, не всегда так бывает, понимаете? Поэтому здесь вот такая история рациональности, ответственности и такого стабильного фундаментального подхода, и тогда получится в отношениях очень хорошо в этом октябре. Что касается козерогов первой декады, ребят, у вас, я хочу сказать, что события будут заставлять вас в этом октябре, в начале октября 100%, зарабатывать больше. Будет казаться, что денег прям таки сильно не хватает, что в работе подсиживают, и это еще будет давить эмоционально в конце октября, там уж точно, да. И здесь я не хочу сказать вам, что и это потому, что вы человек плохой, нет. Это потому, что пришла как раз-таки пора подтянуться финансов, зарабатывать еще больше, стать еще ответственнее, взять, возможно, какую-то должность больше, да. Сказать вам, что вы недостойны, да нет, ребята, достойны. Еще немножечко и буквально вот уже к весне в следующий коридор затмений как раз-таки кармические узлы будут делать к вашему Солнцу транзиты, когда вы будете понимать, достаточно ли я стал тем самым человеком или нет, или мне по-прежнему страшно. Все-таки хочу, ребят, сказать, козероги первой декады, давайте поактивнее, не волнуемся, не переживаем, что вы недостаточно хороши, просто включайте свой максимум. Это очень хорошая такая история для вас. Не надо бояться и волноваться. Убирайте в себе страх одиночества в том числе, да, страх, что у вас не получится, вы можете. Только эмоции могут вас остановить от достижения своих целей. Если же вам для того, чтобы начать зарабатывать, нужно переехать, это очень хорошая история к переезду в том числе. И да, идем дальше. У нас, а, скажем так, октябрь идет вот на такой, если сравнивать со всей осенью, октябрь, вот он такой достаточно легкий. Сложности октября начинаются с 20 чисел. Конечно же, у нас, почему я все это время говорю, на что мы способны? У нас с 20, с 21 октября складывается на небе такая далекая-далекая оппозиция Плутона с Юпитером. И эта история очень хорошо будет влиять на козерогов. Вообще эту историю мы очень хорошо проживемся в следующем году. Это июнь и июль. Это аспект напряженный, но это аспект больших денег. То есть если вы с этим аспектом родились, то есть у вас оппозиция Плутона с Юпитером, вообще астрологи очень сильно все любят рассказывать про трин, аспект миллионера, да, трин Юпитера с Плутоном. То есть это аспект очень таких больших денег. То есть если вы родились с этим аспектом, то вы миллионер. Ребят, если вы родились с аспектом напряженным Юпитер с Плутоном в оппозиции, да,
то вы тоже можете быть миллионером. Да, это будет немножко сложнее, но это будет фундаментальнее. Это гораздо больше денег, чем в трине. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому я очень часто люблю делать аспекты на напряженные да, моменты, потому что напряжение дает всегда больше выход. В финансовом плане, в любовных отношениях это больше выхлоп энергии, то есть больше выхлоп эмоций, то есть выход, да. То есть здесь, конечно же, хочу сказать, что у нас с 20, с 21 октября все зависит от того, в каком полушарии вы живете, включается вот эта далекая оппозиция Юпитера с Плутоном. И здесь начинаются наши личные вопросики, чего же мы хотим. При этом на небе очень множество классных гармоничных аспектов. То есть и здесь, конечно же, тот самый бисекстиль, про который я говорила. Здесь еще на небе большой трин, и он будет влиять как раз-таки на козерогов третьей декады. То есть трин, в котором Лилит, Меркурий и Марс находятся в соединении, да, то есть, понимаете, Лили, то есть, если вы разбираетесь в своих страхах, да, то есть это все идет к благородному Юпитеру, к благородному Сатурну и Нептуну. То есть здесь вообще аспекты, я хочу сказать, то есть конец сентября, да, то есть вот этот лунный цикл, который начинается с солнечного затмения 21-22 сентября и продлится целый месяц. Вот этот лунный цикл, да, то есть если мы вот так месяц, да, сейчас буду итогами рассказывать, да, потому что там дальше рассказывать у нас и ноябрь, и декабрь, это такая история тоже очень интересная, но гораздо уже посложнее, да, то есть если вы сейчас думаете, насколько когда будет вот этот благоприятный момент действовать. Самый благоприятный период этого, ну, то есть этой осени, да, это конец сентября и октябрь. Почему? Потому что здесь у нас очень много как раз-таки вот этих аспектов, которые не напряженные, да, они реально вот, когда мне говорят, Женя, когда будет удача? Я говорю, вот здесь, ребята, удача, вот здесь хорошо, вот здесь делаем, здесь очень много гармоничных аспектов. Да, у нас включается вот эта оппозиция Юпитера с Плутоном, но это аспект на очень большие деньги, он идет в напряжении, то есть самые сильные будут идти вверх, слабые сдаваться. Но опять же, повтор этого аспекта будет у нас летом, июнь-июль 2026 года, когда Юпитер будет менять знак и перейдет в знак Льва. И да, хочу сказать, что после вот этого аспекта 21 октября у нас как раз-таки, ну, 21 октября у нас еще и новолуние, включается новый лунный цикл в весах, да, потом у нас на небе включается как раз-таки история, связанная с другими вот этими очень важными вопросиками, да, здесь Лилит, Марс, Меркурий, и это история, которая, если мы со своими страхами, волнениями, переживаниями, ну, то есть мы их прекрасно все понимаем, то нам здесь все понятно. Если мы решим тормозить, да, а козерогам третьей декады вообще тормозить нельзя, здесь Венера в оппозиции с Сатурном, с Нептуном, то есть это благоприятные аспекты на покупку недвижимости, в том числе, да, здесь благоприятные аспекты на покупку автомобиля, в том числе у козерогов третьей декады, да, Козероги первой декады вас обстоятельства заставляют обо всем этом задуматься. Причем через такие моменты, когда реально финансов не хватает, и надо как-то выкручиваться, надо реально включать больше свой максимум, свои переговорные моменты, переговорные вопросики, да. При этом в любовных отношениях будут истории казаться, что все идет не так, потому что здесь от вот этой оппозиции Венеры с Сатурном и Нептуном, да, то есть это история, когда не хватает финансов, когда еще и в отношениях идет просадка, когда мы недовольны своей жизнью, и нас это стимулировать должна двигаться вперед. Это не для того, чтобы вы сдались, вообще, ребят, нет. То есть это для того, чтобы вы начали двигаться вперед. Реально. Козероги, первая декада, вот эта история такая, она очень важная, она очень важная. И да, у нас там Солнце как раз-таки переходит в знак Скорпиона, да, то есть это 23 октября. И здесь у нас как раз-таки, понимаете, с этого дня включается Уран. То есть движение Урана начинает таки работать очень сильно. То есть Уран начинает быть в оппозиции. Как раз-таки вот она наша Лилит. Уран в оппозиции с Лилит, понимаете, да? То есть наши страхи начинают всплывать вот вообще просто неожиданно для нас. Начинает выходить это на поверхность.
там еще Меркурий, там еще Марс. То есть ситуации движения, которые заставлять нас будут двигаться вперед, они будут, ну, мягко скажем, необычные, нестандартные, да. Плюсом у нас еще, конечно же, Солнце в квадратуре с Плутоном. В общем, очень мощно начинается время, когда нам всем необходимо начинать двигаться вперед. То есть козероги третьей декады, здесь, если вы отважитесь на новые позиции, будет получаться складываться вот этот лунный цикл, который начинается, да, с 21 октября и продлится до 20 ноября, да. То есть эта история как раз-таки очень-очень важная, а, когда очень много страхов вы в себе перемолите, да, когда очень много неожиданных возможностей, последствий ваших креативных поступков будут, да. Конечно, я всегда за то, чтобы это было нечто новое в работе, чтобы вы попробовали какой-то новый проект, что это новые знания однозначно, да. Если вам для этого нужно переехать, здесь хорошее время будет как раз-таки с конца октября и до 20 ноября, поездки, переезды, командировки, международная история тоже будет складываться хорошо. Если же вам хочется усложниться в любовных отношениях, построить семью в этот период времени, тогда ваш брак будет движущим, я бы так сказала, мощной историей, где вы по жизни будете в этих отношениях расти. То есть если вы осознанно выходите замуж, женитесь, и вы таки понимаете, что вам рядом нужен партнер, который будет вас постоянно двигать. То есть в этом браке вы будете всегда двигаться, всегда достигать, всегда зарабатывать. То есть эта история будет взаимо такого выгодного сотрудничества, движения вперед, когда мне говорят, разве так вообще возможно быть в браке и быть там, например, друзьями, понимающими? Ребята, вообще вполне да, нет какой-то одной формулы, нет абсолютно одной формулы, как должны быть построены отношения в каждом браке, союзе. Нет. Кто-то женится, выходит замуж за красивые отношения, кому-то нужна именно вот эта романтика. И человек находит это в отношениях, и вот за эту романтику он готов все отдать. Кому-то нужен рядом понимающий партнер, который будет находиться с вами, когда вы достигаете своих высот, реализовываетесь. И ваша вторая половинка прекрасно это знает, понимает. Она занимается, закрывает там какие-то другие моменты в отношениях, да. Кому-то нужен рядом прям такой же осознанный партнер, в котором можно будет поговорить о высоком, двигать горы, отношения будут постоянно идти вперед, развиваться, то есть где у вас будут отношения идти вперед, где вы будете мощным таким партнером, и ваша вторая половинка вот так двигаться вперед. То есть, и если ваша история Козероги третьей декады как раз-таки в этом, тогда здесь не нужно пасовать, здесь как раз-таки это будут те самые отношения. Но и вы будете проживать все свои вот эти страхи каждый раз, идти вперед на новый уровень. В прямом смысле Уран– это планета нового уровня. И здесь, конечно же, нужно уметь совладать со своими эмоциями. Это не страшно, это не сложно, это нужно просто понимать. Тогда здесь будет хорошо. Козероги второй декады. Ребята, хочу сказать, что здесь у вас включаются, конечно же, истории, продолжаются всех ваших возможных переживаний, ваших сложностей. И вообще хочу сказать, что Юпитер у нас в ноябре уходит в ретроградное движение, и для Козерога второй декады будут как раз-таки те самые вопросики претензий. Переезда, устройство личной жизни, благосостояние жизни, вопросы недвижимости, решение жилищных вопросов, да, в том числе вопросы в отношениях однозначно, да, они будут уже с конца октября для вас, дорогие козероги, второй декады, в том числе работать. Здесь вопросы с финансами и нравится или не нравится вам ваша жизнь, это я уже говорила, повторюсь, здесь движение вперед. Движение вперед, насколько сильно, насколько мощно вы хотите двигаться вперед. Какую планку для себя возьмете, такая и случится. И здесь, конечно же, вот этот большой мощный аспект Юпитера с Плутоном, это только момент ваших личных остановок. Останавливаете ли вы себя или нет? Движетесь ли вы вперед или нет? Боитесь ли вы или нет? И это тоже такая очень мощная, очень важная история.
Козероги первой декады. Ребят, ну что, в конце октября у нас Нептун возвращается в рыбы, и это, конечно же, такая, знаете, история. Я не скажу, что она какая-то, знаете, сложная, она нормальная. Отпустит здесь как раз-таки такое, знаете, история творческая будет творческая. Если вы человек по жизни, то есть такой ленный, вам сложно собраться, ищите свою мотивацию для движения вперед. Козероги первой декады, те, кто родился в декабре, эта история связана, у вас еще управитель, все-таки у вас такое стрельцовское начало, когда Нептун и Юпитер на вас очень сильно влияют, поэтому здесь ищите свою мотивацию, вдохновение, движение вперед, при этом стройте рациональный здравые такие планы по жизни. Здесь для того, чтобы расти вверх, нужен прям такой мощный план. Без плана не получится, ребят. Будет очень много иллюзий, будет такого состояния, когда, ой, может и так как-то само получится, не получится. Здесь квадратура Сатурна, которая говорит, надо потрудиться для того, чтобы было вот оно хорошо. Поэтому здесь, мои дорогие, скажу, что уйдет, конечно же, раз, два, три. Уйдет, конечно же, вот это состояние от Нептуна, от Сатурна, да, такое, но все-таки движение вперед вот этих мощностей уже не будет, поэтому давайте пока так, планеты все-таки скоро уйдут из ретроградного движения, и уже там под ваши дни рождения, как говорится, после ваших дней рождения, козероги первой декады прокатятся обратно, как говорится. И только потом козерогам первой декады включится как раз-таки вот это вот продуктивное, мощное сатурнианское. Поэтому вот с такими началами движемся дальше. И вот мы, как говорится, ребят, мы в ноябре. Ноябрь для нас, для всех будет очень-очень сильным. Здесь, конечно же, Уран дает нам вот этот новый уровень, неординарный подход движения вперед. На это очень сильно и напряженно, скажу так, будут реагировать козероги третьей декады. Просто, ребята, нужно наконец-то начинать действовать по-новому. Ничего нового не скажу, уже все сказала, просто вот такой итог. Что бы нам хотелось бы в этом ноябре, да, сказать еще? Здесь у нас включается, как мы его любим, как мы его не любим. У нас включается ретроградный Меркурий с 9 ноября. С 9 по 29 ноября у нас ретроградный Меркурий. Он у нас будет в Стрельце, начнет свое движение и закончит в Скорпионе. На кого максимально повлияет? Максимально повлияет на Козерогов третьей декады. Да, дорогие, это та самая коммуникация, которая вам будет нужна, и здесь нужно как раз-таки крутиться, выкручиваться, доказывать, идти вперед, стремиться. И я не хочу сказать, что это как-то плохо, это хорошо. Не теряем в коммуникации ни капельки вообще ни разу, не нужно этого делать, не нужно сдаваться. На Козерогов второй и первой декады ретроградный Меркурий, ребят, ну вот хочется вас напугать, но никак. Ну, не, вот, понимаете, не действует на вас ретроградный Меркурий в этот раз. От слова совсем. Поэтому здесь спите спокойно, понимайте, что других людей может штормить, потому что ретроградный Меркурий будет все-таки в соединении с Марсом. Это такая агрессивная достаточно история, да, и закончит свое ретроградное движение Меркурий в соединении с Лилит. Прекрасно таки понимаем, козероги третьей декады, с чем вам жить. И понимаете, козероги и второй, и третьей, и первой декады, что все, что будет вам встречаться, то есть такой некий фильтр нужно выработать. У козерога второй декады здесь нужно будет просто отделять внешний мир от своих чувств. Потому что у вас такой козероги второй декады, такой, знаете, идет внутренний экзамен, да, кто я и как я хочу жить, как я хочу вообще, где я хочу жить, насколько красиво я хочу жить, насколько мне интересно хочется жить, да. И это такая история, и я хочу сказать, что она очень мощная, она задаст вектор на следующий год для вас, да. Следующий еще год за ним, то есть 26-й, 27-й года будут для вас очень даже хорошие, поэтому здесь таки нужно эту историю хорошо понимать.
Козероги, первая декада, ну, у вас, ребят, я не скажу, что как-то оно будет очень сильно мощно и напряженно. Да нет, ребят, на вас ретроградный Меркурий влиять сейчас никак не будет. У вас, наоборот, гармоничные аспекты. Откатится Сатурн, откатится Нептун, и в этом ноябре как-то, он, знаете, вам будет попроще и полегче. Конечно же, при отсутствии личных транзитов на ваши домарные сетки, которые я здесь не вижу. Потому что у меня здесь общий гороскоп, понимаете? Это общая транзитная карта, я вот ее при вас пролистываю еще вперед, вдруг не доглядела в своем плане, что я еще хочу сказать. А так, козероги, первой декады хочу сказать, что у вас вообще, в принципе, должно быть полегче. Должно быть полегче до декабря. До декабря. К вашим дням рождения, козероги, первой декады, вот там начнется все таки сильное напряжение, да, там уже закончится как раз-таки ретроградный Сатурн, ретроградный Нептун, они развернутся, пойдут в директном положении, и вот там начнут сгущаться краски. А для козерогов первой декады сейчас ноябрь как раз-таки будет попроще от Сатурна, от Нептуна, и ретроградный Меркурий на вас не будет влиять. Поэтому если вы запланировали себе некий отдых, отдохните. Если вы решили взять такую паузу, тоже хорошо. Если у вас есть вопросики, пишите в комментариях дата, время, место рождения и ваш вопрос. И я посмотрю, отвечу, что же у вас там есть, что же у вас там такое, козероги. Первая декада, чего здесь у меня таки нет. Потому что по моему такому общему прогнозу у вас должно быть все полегче. А вот январь будет совершенно другим. Январь, февраль и март. Козероги первой декады. Поэтому сейчас у вас такое небольшое должно быть затишье, отдых. И пользуйтесь этим с удовольствием. Почему? Нужно. Идем дальше. И вот у нас ноябрь, у нас в ноябре заканчивается ретроградное движение Меркурия, которое повлияет только на козерогов третьей декады, потому что вообще, в принципе, для козерогов эта история с ретроградным Меркурием, она такая попсовая, она такая детская на самом деле, когда здесь Сатурн, Нептун, такие мощные планеты, и Плутон, который говорит, ну ты уже давай, начинай рвать и метать, да, для того, что тебе нужно. Вот у нас 20 ноября у нас вот это самое мощное будет, я бы так сказала, начало нового лунного цикла. Из всей осени это такая финал из всей осени, да, то есть это апогей всех наших эмоций, очень мощный новый лунный цикл, который будет заставлять козерогов третьей декады, конечно же, двигаться очень сильно. Здесь и Лилит, здесь и Меркурий, здесь и Солнце, и Луна. Здесь как раз-таки тот самый финал для козерогов третьей декады, когда вы можете много квартиру, машину купить, переехать в том числе. И здесь и Юпитер ретроградный в третьей декаде раков, да, поэтому если с вас сыпятся одни претензии, ребята, претензии здесь только к себе, не к окружающим, потому что сейчас нужно не ругаться, а идти вперед, как раз-таки максимально пробивать. То есть ноябрь и декабрь для козерогов третьей декады, если говорить таки очень мощно и очень сильно, двигаемся, ребята, вперед. То есть я, конечно, про каждый месяц буду рассказывать прям такие периоды, хотя я себе тут тоже их выделила, но невозможно коротко записать, потому что очень много аспектов у нас. Поэтому рвать, метать козерогам третьей декады, вот оно самое время. Это конец ноября и весь декабрь. Даже вообще без остановки понимаем, что если как-то хочется расслабления, вот сейчас в сентябре немножечко можно и отдохнуть. Ну, в октябре еще можно немножечко, но октябрь и ноябрь, то есть конец октября, ноябрь и декабрь – это прям то самое время, когда максимально идем вперед. Что у нас дальше? Козероги второй декады. Здесь, ребята, я не скажу вам, что у вас какие-то другие новые фишки, как-то нет. Максимально кармические узлы как раз-таки на конец ноября стоят четко посередине, поэтому здесь козероги второй декады, ловите кармические вопросики, задачи, чтобы максимально проявиться, двигаться вперед, рационально подходить к своей жизни, при этом включать любовь, включать чувства, включать как раз-таки вот эту эмпатию, да, если же вам для достижения в вашей жизни финансовых благ нужно переехать, прекрасное тоже для этого время, хорошо планируйте, хотя бы начать это планировать, да,
потому что хочу сказать, что у нас январь будет просто шедеврально потрясающим для Козерога второй декады. Это прям 100%, да, да, и для Козерогов третьей декады точно так же. Вообще январь будет очень классный для вас, дорогие Козероги, поэтому свои дни рождения вы будете отмечать просто вау. Идем дальше. Вот у нас декабрь, да, закончился у нас ретроградный Меркурий, проехали и окей. У нас в декабре Лилит в соединении с Венерой в оппозиции с Ураном, поэтому здесь будьте аккуратны, Козероги третьей декады, если вам вдруг захочется в своих отношениях какие-то экстраординарные моменты уяснить, что-то там такое сделать и сказать, что я как бы устал, я ухожу. Подождите немножко, распадется ненавистный аспект и будет все хорошо, да. Идем дальше. У нас, конечно, в конце ноября заканчивается как раз-таки ретроградный Сатурн. 28 ноября, 29 ноября заканчивается ретроградный Меркурий. Мы движемся в декабрь. И в декабре, 11 декабря заканчивается у нас ретроградный Нептун. Что касаемо по началу декабря. По началу декабря у нас, конечно же, начинает складываться такая очень интересная история. Марс начинает в квадратуре с Сатурном и Нептуном сходиться, и к этому ко всему по чуть-чуть начинают подкатывать и Солнце, и Венера. И хочу сказать, что мы плавно движемся к зиме. Зима будет сложной, мощной. Но опять же, если сидеть и расслабляться, то вхождение в зиму будет сложной, мощной. А если мы будем идти туда, куда нам надо, да, с профессиональной точки зрения, и понятливо, тогда будет все складываться очень даже хорошо. Здесь наступает немножко такой агрессивный момент для Козерога в первой декады. Помните, я говорила, да, что вот момент немножко отдохнуть в ноябре, а декабрь, по крайней мере, к 20 числам у козерогов первая декада наступает такой достаточно сложновато, потому что с 14 декабря здесь у нас Марс входит в Козерога, при этом в квадратуре с Сатурном и Нептуном. То есть здесь начинают вставать такие максимально продуктивные задачи. И Сатурн с Нептуном, они уже не ретроградны, то есть здесь четко, планомерно, ребята, начинаем писать ежедневники свои, что же мы хотим. Встречаем свои дни рождения. Козероги первой декады, максимально движемся вперед. И да, конечно же, здесь у нас Лилит в оппозиции с Ураном, который будет, конечно же, говорить, что нам страшно. Нам очень страшно, и мы хотим посидеть на месте, особо таки ничего не поделать. Ребят, максимально в себе вот это разбираем. Почему? Почему мы не движемся? Потому что конец декабря, да, если вот сказать так про Козерогов первой декады, будет такой достаточно либо напряженный, жесткий, с принятием решений. Если вы эти решения примете раньше, с точки зрения профессионализма, с точки зрения понимания, чего же вы хотите от жизни, а я говорю вот так сразу, да, подытожу. Сначала для Козерогов первой декады скажу, потом для всех остальных, что ребят, вообще вы козероги, да, прям таки поймите, что такие обычные, простые вещи, жить обычной такой простой жизнью, это вообще не ваша история. Ну, вы не родились тем знаком достаточно простым. Вы раком не родились? Не родились. Вы не родились тельцом? Не родились тельцом. Хотя и тельцы рождаются высокого полета, если у них солнце где-нибудь в 10 доме, в том числе, да, в 9, 10, то есть на высших домах. Тогда тоже тельцы непростые. Но вот козероги вообще вы по жизни человек, который всегда будет стремиться к социальному статусу. К социальному статусу, к деньгам, к сильному мощному фундаменту, к своей недвижимости. Минимум, минимум. Чтобы это было очень такое понятное, стабильное, чтобы издалека было видно, что вы это вы, да, что это ваше место, его трогать не надо. То есть здесь ваш определенный уровень власти. Ну, так и понимаете, кто вы. То есть козероги первой декады как раз-таки за финале, да, вот эту зиму, как раз-таки с моментами, либо вы начнете продуктивно прям-таки уже в декабре внедрять и не ждать, чего же вы там хотите. Если же вы плана своего будете отступать, тогда, конечно, личная жизнь, любовные отношения будут страдать. Это такая история, когда очень много энергии будет в конце декабря, как раз-таки в первой декаде Козерога и Венера, и Солнце, и Марс разрушительный, да, и это очень хорошее время как раз-таки покупать недвижимость.
вот прям вот да, под конец 2025 года, почему бы и да. Да, напряженный аспект, и чего, и чего. Напряженный аспект заставит вас очень быстро за это расплатиться, грубо говоря, очень быстро это оформить, все это таки сделать, и будет все хорошо. Нежели в любовных отношениях ругаться, скандалить. Получится поругаться и поскандалить, и развестись в том числе. Зачем вам это надо? Аспекты пройдут, там потрясающе просто январь, когда можно столько важных покупок для себя сделать, столько всего еще со своей второй половинкой внедрить, а вы уже будете в одиночестве вот это вот все свое красивое благоустроить, да. Козероги второй декады. Ребята, у вас такие очень мощненькие такие вопросики, да, и я, помните, говорила, что зима у вас будет, январь очень классной, мощной. Опять же, здесь Юпитер будет в оппозиции к и Солнцу, и к Венере, и к Марсу, да, и к Меркурию. То есть здесь как раз-таки наступят максимальные принятия решений в январе 2026, Козероги второй декады. Но чтобы в январе не принимать кардинальные решения, которые вы не хотите принимать, да, постарайтесь сделать как можно больше благоприятных событий этой осенью. То есть я по амплитуде, да, сказала, когда сильные события, когда сложные, да, постарайтесь как можно больше сделать осенью, не дожидаясь декабря. В декабре будет уже сложнее, в январе придется делать выводы, принимать решения, и быть немножко разочарованными в себе, в своем окружении, в близких. Но это почему? Потому что вы опять же затянули, да? Не затягивайте. Просто будьте лояльны к себе, к окружающим и понимайте, что это ваша жизнь и все-таки вам решать. Козероги третьей декады. Ребят, ну, что хочу сказать. Этот декабрь для вас — это не новость, да. То есть, этот декабрь, я опять же говорила, да, что, конец осени астрономической, то есть вообще, в принципе, с начала декабря для козерогов третьей декады очень хорошая таки, до этого момента хорошая, история двигаться в новое. Потому что в декабре Уран уже как раз таки вернется опять, в Тельца, и здесь будет как бы жизнь на виражах. Очень сильное, мощное ускорение. Страхи будут? Конечно, да. Все это я уже в начале видео говорила. Если как итог большой, такой очень мощный и сильный, Козероги третьей декады, вы будете этот декабрь принимать, короче, решения на фоне своих таких больших мощных страхов. И я бы, конечно, не очень вам советовала дотягивать до последнего. Конечно же, октябрь очень лайтовый, очень такой приятный, очень гармоничный, когда захотел, сделал. И даже вот исход всех событий будет гармоничный, благоприятный и не построен на страхах. Конечно, хочу сказать, что ноябрь посложнее, декабрь, там еще у нас в ноябре ретроградный Меркурий, который заставит договариваться больше, чем мы того планировали. Ну и естественно что? Естественно, в декабре уже вот этот аспект Урана в оппозиции с Лилит, в оппозиции с Венерой, в оппозиции с Меркурием, это, конечно же, история такая очень сильная. Не поддавайтесь своим страхам, разбирайтесь в них. Выходить из каких-то ситуаций, потому что вам страшно, не надо так делать. Очень хороший аспект, и здесь и Сатурн, и Нептун делают благоприятный. То есть если же вы собрались становиться большим человеком, становитесь. Ответственность вам только к лицу. Идите вперед, здесь Уран вам поможет, креатив, вам новая работа, да, новый проект, новый подъем, однозначно, да, у козерогов третьей декады можете и работу поменять, и место жительства в том числе. Главное, чтобы это не было копией какого-то другого человека. Если вы по своему сердцу будете принимать решения, тогда будет получаться очень хорошо. Ну и в любовных отношениях, да, будьте красивы, будьте благоразумны, будьте, то есть в начале этой осени примите решения, о которых вы потом не будете сожалеть, да, я вот так об этом хочу сказать. Ну и мы плавно тогда приближаемся к зиме, а зима, конечно же, у козерогов на совершенно других эмоциях, настроениях. И это очень классное будет для вас время. Не у всем знаком зодиака так повезет этой зимой.
Козерогам повезет. Раки же нет, у раков вообще будет как у противоположного знака все совершенно по-другому, поэтому здесь эта зима однозначно для козерогов. Этой зимой родятся потрясающие козероги. Кто со мной на связи, девочки, если у вас плановая дата рождения, не бойтесь рожать в этом январе. В этом январе рожать очень хорошо, потрясающие будут козероги, ответственные, мощные, которые как раз-таки нужны будут этому времени расставлять все, что нужно. Ну а если вы собрались как раз-таки принять такие решения в этом январе для того, чтобы обзавестись семьей, ребеночком, потрясающе тоже для этого время. Это я, как обычно, спойлер, забегаю вперед. Но для того, чтобы у вас январь был классный, ребят, понимаете, нужно, чтобы вот эту осень вы вот сейчас в сентябре уже начали так активно, мощно идти вперед. То есть не надо плавать, не надо страдать, не надо считать, что вы недостойны. Это я сейчас всем козерогам говорю. Нужно просто четко себе выписать, кто вы, что вы хотите. Вот здесь вот прям таки пишем. Честно себе, максимально честно, включаем основное свое качество, это чистолюбие. Это абсолютно козерожье качество. Кто-то хочет сказать, что оно злое, что оно такое прям некрасивое. Зато оно честно, зато оно разбивает все иллюзии. Честно себе пишите, кем вы хотите стать в этой жизни, ваш путь, и идете туда. И тогда у вас все будет хорошо. Ребят, я надеюсь, что я зарядила вас на эту осень, она должна быть у вас потрясающей. Да, где-то будете провисать, но просто понимайте, что аспекты, они тоже имеют место, ну, нас тормозить. Иногда у нас есть тормоза для того, чтобы мы вот так вот быстро не взлетели, не зазвездились, и потом не потеряли все, что у нас есть. Да, кто-то не выдерживает как раз-таки этого роста, начинается вот эта корона. Поэтому здесь, если будут пробуксовки, это нормально. Вы же идете сразу к большим целям, поэтому идите к ним. Ребята, я желаю вам потрясающей осени. Только так мы войдем в эту филигранную зиму. И только так, ребят, по-другому никак. Ну что, спасибо, что досмотрели этот гороскоп до конца. Я желаю вам потрясающей осени. Оставляйте вопросы в комментариях. В конце видео актуальные ролики. Если еще не видели, посмотрите, примите верное решение. Ну а я с вами на связи. Еженедельные гороскопы выходят и на октябрь тоже для того, чтобы более подробно весь этот период спланировать. И я, конечно же, вам запишу. Ну что, увидимся. Пока-пока.